На колени! Кимди, кто есть? А кого ищешь, батька? Да что бьешься? Чего орете? Рыбу распугаете. Стой! Брось в драку лезть. В дом входя, хозяев не бьют. Кто будешь? Князь здешний, Александр. Невский твое прозвище? Ага. Ты бил шведов? Я. А здесь что делаешь? Рыбу ловлю. Другой работы нет? А чем это плохо? Вот струги построим, за морем торговать будем. Верно? Курян! В Орду поезжай. Большим начальником будешь. Нам воеводы нужны. Есть у нас поговорка. С родной земли умри, да не сходи.
знаю, народ сильный. Трудненько будет бить их. А есть охота? За отцовы кости отдать пора бы. С монголом подождать можно. Опаснее татарина враг есть. Ближе, злее. От него данью не откупишься. Немец. А его разбивший, и за татар можно взяться. Ну что, немцы так немцы. Тебе виднее, с кого начинать. А нам все одно не втерпишь, князь. Без нового города немца не окоротишь. С нового города его брать надо. Последняя вольная Русь там. А рыба-то уходит. Василий Буслаевич, Гаврила Алексеевич, прошу милости к старому дружку. Кольчужки индийские, копьишки татарские, мечики остренькие, сарацинские. Ну чего врать-то? Небось, сам за ночь все и наковал. Всяка птица своим носом сыта. Отвоевались. О другом нынче думать-то. Бычки бушуют, весну чую. Отвоевались, славу получили. Надо о себе подумать. Васька-то жениться собирается, слышал? Коза во дворе, так козел через тын глядит. Эх, надоело мне эта поножовщина. День дерусь, а два в тоске лежу. Хотел был на Волгу податься, поиграть топоришком. Опять тоска взяла. А ты бы в монахи шел. Дело я задумал сердечное. А вот не выйдет, по-моему. И впрямь
впрямь монастырь запрусь. Пошел медведь в монастырь в алтаре телят драть. Ольга Даниловна, прикажи сватов к батюшке твоему засылать. Уж кому засылать, так мне. Пусть сама знак подаст. Пусть ее сердце выберет. Ольга Даниловна, дай знак, кому из нас сватов засылать. Простите, люди добрые, не знаю, о чем речь ведете. Ну как так не знаешь? Чего вола за хвост тянуть? Говори, за кого пойдешь. Выбирай из двоих любого. Хочешь высокого, да веселого? Неки мне. Ну, желательно степенного, да поскушней. Поклонись Гавриле. Хочешь битый быть? Поклонись Буслаю. Хочешь хозяйкой быть? Я тебе муж. Не знаю, что и сказать вам. Оба вы хороши. Дайте срок, скажу слово. Братья новгородцы. Немец Псков взял и на вас идет. Ратных людей бьют, что мечи против немцев подняли. Кого с мечом поймали, бьют за меч. Кого с хлебом, за хлеб. Матерей до жен истерзали за сынов и мужей. Кто вскрикнул, бьют за крик. Кто смолчал, бьют за молчание. А немецких воевод Русь расписывают. Тому Псков, тому Новгород. Бросай торг, господин Великий Новгород! Погоди! Чего зря шум? Чего людей морочишь? С немцем у нас мир записан. Мало чего Псков взяли. Ай, выйдет что? Откупимся. У нас ныне товару девать некуда. Все причалы завалены. Все лари забиты. Русскую землю на товар меняешь? Да стой! Какая тебе русская земля? Где ты ее видал? Каждый сам за себя стоит. Где спать легла, там и родина. Врешь, Собака! Всякий гад на свой лад. не корми меня тем, чего я не ем. Им, богачам, все едино. Кто мать, кто мачеха. Где барыш, там тебе и родная земля. А нам, малому люду, под немцем смерть верная.
Надо звать Александра! Немцев бить! Звать Александра! Не хотим Александра! Не хотим! Звать Александра! Нечего Александра ждать. Собраться живо самим и дарить на немца. Томаша Твердиславича возьмем. Он поведет. В делах бывал не таковский. Иди, Томаш! Беда идет на нас большая. Больших людей от нас потребует. Не я. Другой нужен. И рука крепче, и голова посветлее, и слава, чтоб была по всей земле, и врагу, чтоб бедом был. Кто ж нужен? Братья! Князь Александр Ярославич! Звать надо Александра! Куш подымать! Но как погонит немец русских людей, а промеж немцев и ордой, как зажмемся мы, вот тогда и напляшемся. Звать Александра! Магистр, Псков у ваших ног. Так городов не сдают. Если ты мне и Новгород так сдашь, повешу на первом суку. Великий магистр! Прикажи веревки грузить. Веревки? Что такое? Новгородских смутьянов связать. Наглецы сопротивляться задумали. За князем Александром посылать хотят.
Это тот, что на Неве шведов разбил. Еще не родились люди, могущие нас побить. А князей у меня у самого сколько угодно. Доблестный рыцарь Губертус, как старший князь покоренных русских земель, жалую вас князем Псковским. Доблестный рыцарь Дитлип, жалую вас князем Новгородским. Торопись в Новгород, Анани. Мути народ против князя Александра. На небе один Господь, на земле один его наместник. Одно солнце освещает вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Один римский властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено. Ну как? Согласны? Не бывать, по-твоему, твердила. Не пойдет Русь под немца. Бивали мы вас прежде, побьем и ныне. Дай срок. Казнить охальника. Отец! Я с тобой! Отец! Беги, отцы! Василиса! Кровь нашу помни! Мсти! Мсти! Жечь, тереть с лица земли. Идите в Переславль! Зовите Александра! Мертвый Псков зовет тебя, Ярославич!
Сити бы чинить. Немцев воевать надо. Спать ступайте. Тонкая работа. Это тебе не шведов бить. Князь, просят пустить люди из нового города. Из нового города! Наряд княжеский готовь. Пусти. Великий Новгород челом тебя бьет. Народ новгородский прислал князем тебя звать. Что? Или передрались? Разнимать некому. Враг наступает, князь. Изборск пал. Псков взяли. Псков? На Новгород немец движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород? Сирот пожалей. Позабудь обиды, Ярославич. Встань за дело новгородское. За обиду русской земли встану. Слово верное. На защиту встань. На защиту? Защищаться не умею. Сами бить будем. Без меры бить будем. Дружина твоя, князь, не хуже немецкой. Дружины одной мало. Мужиков подымем. К весне врага разобьем. Слава вечная, за отчий дом, за Русь!
хотим войны. Ступай к себе в Переяслав. Не люб ты нам. Люб, не любовником пришел я к тебе, господин Великий Новгород, а воеводою. А добром не пойдешь, господа богатеи. Мужики вам кости повывертывают. Монгол залег на Руси от Волги до Новгорода. Немцы идут с запада. Русь между двух огней. Ты один остался, господин Великий Новгород. Встань за отчизну, за родную мать. Встань за русские города, за Киев, Владимир, Рязань. За родные поля, леса, реки. За великий наш народ! Иди, князь, дружины новгородские. Иди, князь, дружины новгородские. Копейщики! 1000 копий дают! 500 щитов изготовим. 1000! А 1000 топоров отдаем. 1000! Головы свои сложим. Иди, Ярославич! Все бери! Все отдаю! Бери! Бери! Кому надо! Бери на смерть врагам! У воробья есть сила. Скажи слово, ждать больше некогда. Завтра поедете. Чего тянуть, Даниловна? Говори прямо. Пусть судьба решит, как быть. Который из двух храбрей, тому и сватов засылать. Без прибора и вши не забьешь.
Не враг дал, сам ковал. Коротка кольчушка-то. Рыцари, король Александр посмел выступить против нас, но его покарал Бог. Авангард его войск обложен в лесу, как медведь. Приглашаю вас на травлю русского зверя. Нет! Нет! Покажешь дорогу. Хорошо.
Заяц, значит, во враг, лиса следом. Заяц в лесок, лиса за ним. Тогда заяц между двух березок сигани. Лиса следом, да и застрянь. Заклянись меж березок-то. Трык-брык, трык-брык. Не с места. То-то ей беда. А заяц стоит рядом и серьезно говорит ей. Хочешь, говорит, я всю твою девичью честь сейчас нарушу. Ах, что ты, сосед, разве можно? Страм-то какой мне. Пожалей, говорит. Тут жалеть некогда, заяц ей. И нарушил. Между двух берез зажал Зажал. и нарушил. И нарушил. Иди, князь, спасайся. Уводи дружину домой. Немец несметной силы идет. Тамаша Твердиславича убили. Буслая взяли. Услая взяли. Врешь, собака! Не бывало того, чтоб Буслай сдавался. А кто б посмотришь? Готовь дружину на выручку. Чего скользишь? Ну? Что, копыта скользят? Вот здесь, у Вороньего камня, ихнюю конницу и встретим. Лед тонок, Ярославич. Подломится невзначай. Немец тяжелее нас, под ним и подломится. Нам что? Дружичи! Куда? Назад! За озеро! Куда торопишься, Вася? Или места тебе здесь мало твердой ногой стоять? Места чужие, темные. На одной стороне куда как легче было бы. Господи, князь, войско за озером. Торопись, князь. Дело, он говорит. Пока не разведнело, на наш берег отойдем. На родном берегу легче биться. Всяк камень дружок, каждая палочка сестрица. Не в силах драться на чужой земле. Нечего делать тебе и на отчине. На чужой будем биться. Поняли? Не пущу псов на русскую землю. Прощай, Дамаш. Давайте биться будем.
тут у Вороньего камня головной полк поставим. Ты, Гаврила, полки левой руки возьмешь. Сам с дружиною по правую руку стану. И владычный полк возьму. А ты, Микула, ставь мужиков в засадный полк. Немец, как известно, свиньей. Клином ударит. Вот тут у Вороньего камня удар головной полк и примет. А головной полк кто возьмет? Ты возьмешь. Всю ночь бегал, теперь день постоишь, и весь удар на себя примешь, и немца держать будешь, и не дрогнешь, пока мы с Гаврилой с правой и левой руки его не зажмем. Понял? Ну, смотри, Васька, держи немца. А поздно сани сцепи, да позади себя поставь. Легче его удержать будет. Верно? Да про наш уговор насчет Ольги. Помни? Сам помню. Ну чего рты разъявили? Айда на озеро строиться.
Пора. Как ударит немец в буслая, не торопись, дай клину увязнуть. А потом с двух сторон разом и ударим. Умирай, где стоишь! Подай жару, господа новгородцы! Пора, Ярославич. На Русь! На Русь! На Русь!
немцу! Тройной закалки меч. Не в закалке дело. Ведь плечом крепо. Умеющие ведьму бьют. Здесь, Васька! Здесь я! Будь здоров, Вася!
теперь их мечом не возьмешь. Савушка! И чисти! Не видать, Гаврила, какая твоя работа? А ну, покажешь храбрость! Ярославич!
обоз его. Наша взяла! Сдаюсь. Кулик невелик, а все-таки птица. Коротка, кольчушка.
проводи. Жив! Алексич! Жив, Вася. Чуешь, чей голос нас ищет? Живы, родные мои. Славьте, живы. Немец где? Нет немца. Нет немца, родные мои. Разбили. Разбежался. Под лед ушел. Взяли мы вверх, значит. Слава князю. И всем нам слава. Не зря кровь проливали. Дрались мы. Ольга Даниловна. Плечо о плечо. Воевали немца. Крепко. С усердием. Не жить мне. Твоя Ольга. Что ты? Что ты? До свадьбы? Помирать? Что ты? Нет, не быть мне живу. Не править свадьбы. Тебе жить. Тебе и славу носить. Поклонись Алексичу. Ему первое место в бою. Ему и твоя рука. Вставай, Алексич.
о деле и думы нет, господа псковичи да новогородцы. Ох, и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли б проболтали вы ледову сечу. Не простила Брусь ни вам, ни нам маломужества. Так о том и помните, детям и внукам накажите. А забудете, вторыми иудами станете. Иудами земли русской. Слово мое твердо, найдет беда, всю Русь подыму, а отвалитесь на сторону, быть вам биту нещадно. Жив буду, сам побью, а помру, сынам накажу. А теперь суд чинить будем. Кнехтов развязать бы? Что скажете? Чего с них взять? Подневольно шли. А господа рыцари в обмен пойдут, на мыло менять будем. А вот с этим что делать? Решай, народ! Рассуди, князь, реши девичью судьбу. Обоим я говорила, что ни светлого, ни темного, ни степенного полюблю, а того, кто храбрей, кто в ратном деле видней. Васька мой вторым нигде не был.
Ни тебе пожить, ни тебе помереть спокойно не дадут. Прости, мать, что супротив тебя говорить стану. В первый раз против тебя пойду. Не взводи на Гаврилу напраслину. Уж ежели судить, да по честной совести, ни мне, ни ему не быть суженым. Охоробрил Господь больше всех дочь воеводскую, Василису. Храбрее ее не было, а за ней Гаврил Алексич шел. В том клянусь народу. Так тому и быть. Осрамил мать-то. Свадьбу хотел сыграть. В чем дело? Сыграем. Что ж ты, люта душа, не мог первым-то быть. А мой счет с другого края. Возьми в невестки вон ту, в кольчуге. Хороша девка. Наша нигде не пропадала. А теперь гулять будем! Гуляй! Чур дома, рукам воли не давать. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.